Дорогие мои, всем привет-привет! Посмотрите, какую модель джемпера я нашла на просторах интернета. Смотрится интересно, стильно и по-модному. Вяжется очень легко, просто и быстро. Подойдет абсолютно всем. Данный джемпер можно связать из пряжи любой по составу. В этом видео мы с вами свяжем образец узора, выполним расчеты на любой размер и также я вам расскажу, как связать данную модель. А в конце видео вас ждет приятный бонус. Это все схемы и выкройка вязания. Бегония от Янарт. Это 100% мерсеризованный хлопок. В 50 граммах 169 метров. Цвет пряжи 53-53. Производитель рекомендует вязать крючком 3,5. Я буду вязать эту пряжу крючком номер 2,25. Раппорт узора 4 ряда, 10 петель в ширину. Для образца набираем цепочку 31 воздушную петлю. Будем с вами вязать с 1 по 5 ряд. Далее вы продолжаете вязание. По раппорт узора начинается со 2 ряда, заканчивается в 5 ряду. И на цепочке 31 воздушная петля. Приступаем к вязанию первого ряда. 1 воздушная петля подъема. Во вторую петлю цепочки провязываю 1 столбик без накида. Цепочка из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Пропускаем 4 петли цепочки. 1, 2, 3, 4. В 5-ю вяжем веерочек из 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Четыре воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Пропускаю 4 петли цепочки. 1, 2, 3, 4. В 5-ю провязываем 1 столбик без накида. Вот с этого столбика без накида у нас будет начинаться первый раппорт. Здесь у нас уже, видите, связано. Один раппорт мы уже с вами связали. Начинается раппорт со столбика без накида. И заканчивается раппорт петлей перед столбиком без накида. Раппорт 10 петель. Давайте с вами проверим. Первая петля, в которую мы провязали столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Каждый раз в 11-ю петлю мы вяжем столбик без накида. И вот этот столбик уже начало следующего раппорта. В раппорт узора входит 1 столбик без накида. Цепочка 4 воздушные петли. Элемент, состоящий из 5 столбиков с одним накидом, связанных с общим основанием. Цепочка 4 воздушные петли. Продолжаем вязать и будем вязать с вами второй раппорт по счету. Начинается раппорт всегда со столбика без накида. 4 воздушные петли. Пропускаю 1, 2, 3, 4. В 5-ю петлю вяжем веерочек из 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Цепочка из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Пропускаю 1, 2, 3, 4 петли. В 5-ю петлю столбик без накида. Вот этот столбик без накида — это начало следующего раппорта, 3-го. Продолжаем вязать 3-й раппорт.
4 воздушные петли, пропускаю 1, 2, 3, 4 петли в 5-ю петлю цепочки, вяжем 5 столбиков с одним накидом с общим основанием. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Пропускаю 1, 2, 3, 4 в 5-ю петлю. Это у нас 31 петля цепочки. Провязываем 1 столбик без накида. Все, связали с вами. Первый ряд, 3 раппорта. Раппорты считаем по веерочкам. 1, 2, 3. 3 веерочка, 3 раппорта. Ширина раппорта 10 петель. В высоту будем вязать с вами 5 рядов. Высота одного раппорта 4 ряда. Цепочка из 6 воздушных петель. Разворачиваю вязание на другую сторону. Поверх цепочки вяжем 1 столбик без накида. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. В вершину каждого столбика с одним накидом под косичку вяжем по одному полустолбику с одним накидом. Первый полустолбик, второй, третий, четвертый, пятый. 6 петель на крючке, соединяем их вместе. Цепочка из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Поверх цепочки вяжем 1 столбик без накида. Цепочка 1, 2, 3, 4, 5. Поверх цепочки столбик без накида. Цепочка 1, 2, 3, 4. Петли. Вяжем вершину каждого столбика под косичку 5 полустолбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. 6 петель соединяем вместе. Продолжаем вязать раппорт. Вяжем цепочку из 4 воздушных петель. Поверх цепочки 1 столбик без накида. Цепочка 5 воздушных петель. Поверх цепочки 1 столбик без накида. Цепочка из 4 воздушных петель. В вершину каждого столбика вяжем по одному полустолбику с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. 6 петель соединяем вместе. Все, теперь необходимо нам закончить ряд и выровнять его по высоте. Цепочка 4 воздушные петли. Поверх цепочки вяжем 1 столбик без накида. 2 воздушные петли. 2 накида на крючок. И вершину столбика без накида провязываем 1 столбик с 2 накидами. 3 воздушные петли подъема.
Разворачиваю вязание на другую сторону. В вершину столбика с двумя накидами под косичку провязываем 2 столбика с одним накидом. С учетом 3 петель подъема у нас связано 3 столбика с одним накидом. Цепочка 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Вместо соединения столбиков находим петлю под косичку, провязываем 1 столбик без накида. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Пропускаем первую арочку во вторую, она же центральная. Поверх цепочки вяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Можно вот так вот провязать. А можно, смотрите как. Это надо смотреть, как лучше будет смотреться. Вот еще такой способ. После 4 петли мы находим 1, 2 в основании 3 петли, прокалываем крючок и вяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Мне кажется, так будет гораздо интереснее смотреться узор. Давайте будем вязать в 3 петлю веерочек из 5 столбиков с одним накидом. 4 воздушные петли. Вместо соединения столбиков в вершину находим петлю и прокалываем крючок под косичку. Провязываем 1 столбик без накида. 4 петли. Пропускаем первую, вторую петлю, а в основании 3 петли вяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Цепочка 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Вершину столбиков, связанных вместе под косичку, провязываем 1 столбик без накида. Цепочка из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Здесь мы с вами отступаем 2 петли. 1, 2, в основании 3 вяжем 3 столбика с одним накидом. Там. 3 петли подъема, разворачиваю вязание на другую сторону. Вершину 2 и 3 провязываем по одному полустолбику с одним накидом. Три петли вместе. Цепочка из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Поверх цепочки столбик без накида. 5 воздушных петель. Поверх следующей цепочки столбик без накида. Цепочка из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4.
Далее в вершину каждого столбика с одним накидом мы под косичку будем провязывать 5 полустолбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Все 6 петель соединяем вместе. Цепочка 1, 2, 3, 4. 4 воздушные петли. Поверх первой цепочки вяжем 1 столбик без накида. Цепочка 5 воздушных петель. Поверх следующей цепочки 1 столбик без накида. 4 воздушные петли. Вяжем 5 полустолбиков с одним накидом с общей вершиной. Так, 2, 3, 4, 5. Соединяем все 6 петель вместе. 4 воздушные петли. Поверх цепочки провязываем 1 столбик без накида. Цепочка 5 воздушных петель. Поверх следующей цепочки 1 столбик без накида. Заканчиваем вязать ряд. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Вершину каждого столбика провязываем по одному полустолбику с одним накидом. А здесь в третью петлю подъема. Все соединяем 4 петли вместе. 1 воздушная петля подъема, разворачиваю за ней на другую сторону. Вершину вместо соединения столбиков провязываем 1 столбик без накида. Цепочка из 4 петель. Центральную арочку в третью петлю цепочки вяжем 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. 4 воздушные петли. Вершину столбиков под косичку провязываем 1 столбик без накида. 4 воздушные петли. В третью петлю цепочки вяжем 5 столбиков с одним накидом. Так, первый, второй, третий, четвертый, пятый. Цепочка из 4 воздушных петель. Вместо соединения столбиков в вершину под косичку вяжем 1 столбик без накида. Цепочка, 4 воздушные петли. В третью петлю цепочки провязываем 5 столбиков с одним накидом.
4 воздушные петли. И заканчиваем с вами ряд. Провязываем, давайте, чтобы выпрямить ряд по высоте, свяжем в 3-ю петлю подъема. 1 столбик без накида. Все, связали с вами 5 рядов. Для того, чтобы продолжить вязание, перемотайте, пожалуйста, видео на начало вязания 2-го ряда и вяжите вместе со мной, повторяя все время 2-й, 3-й, 4-й, 5-й ряд. То есть со 2-го по 5-й ряд включительно. Устанавливаем маркер. Установлю. Вот здесь начало раппорта у меня будет. И заканчивается раппорт вот в этом месте. Это для наглядности мне так удобнее будет. Раппорт 10 петель. Измеряем ширину от одного маркера до другого. Я немножко округлю значение. Вот здесь, если быть точной, то у меня получается 3,5 сантиметра. Я возьму для удобства счета 4. Вы измеряйте как можно точнее. Джемпер. Значит, я вам покажу вариант для начинающих. То есть без вязания, вывязывания пройм и вточного рукава. Вот вяжете вы отдельными деталями. Деталь спины, деталь спереда. Конечно, можно вязать по кругу поворотными рядами. Довязали до пройм. Здесь у вас будет шов. У меня есть мастер-класс, каким образом выполнить сборку. Напишу, смотрите, МК по сборке. Далее вы вяжете опять же прямым полотном. И здесь уже решайте, какой вырез горловины вам связать. По желанию можно связать скос плеча. Ну, начинающим это рано. Значит, можно связать круглый вырез горловины. Смотрите схемы. V-образные. По желанию, кто может переделать схемы. И начинающие. Вот начинающим рекомендую связать вырез горловины лодочкой. Это когда вы вяжете 2 прямоугольника и выполняете сборку плечевых швов. И тогда у вас формируется вырез горловины лодочка. Ширина выреза может быть разная в зависимости от ваших предпочтений и размера, который вы носите. Среднее значение 18 до 24 сантиметров. Я обычно вяжу 20-22. Все зависит от того, какая модель. Либо вы можете связать квадратный вырез горловины, а потом в результате обвязки его скруглить. Вот эти все углы. То есть довязали до вот этого места. Далее вяжете отдельными деталями одно плечо и второе плечо. Вот этот отрезок у вас 18-24 сантиметра. Глубина выреза горловины. Она также может быть разной. От 8 до 12 сантиметров. Глубина выреза. Все по вырезу горловины. Вариантов много. Выбирайте любой и вяжете. Далее, значит, как связать рукава. Рукав может быть удлиненный, 3/4 укороченный. Если вам не важно, какое направление вязания узора, значит, когда вы вяжете снизу вверх, вот данный джемпер мы вяжем снизу вверх. Здесь у нас цепочка начального ряда. Узор будет смотреться так. И, в принципе, если его расположить так, то зрительно, визуально это не особо заметно. Вы можете вязать рукав. Присоединяйте рабочую нить к пройме. Вот в это место. Высота проймы тоже зависит от вашего размера. 18-24 сантиметра. Я беру среднее значение где-то 21-22 сантиметра. Для демисезонных вещей. Когда вяжу джемпер, жакет, кардиган, вот где-то у меня 22 сантиметра. Для 50 размера. Более точно вы, конечно же, определяетесь по результатам примерки. То есть выполнили плечевые швы, выполнили боковые швы, примерили. Все, у вас здесь посадка прекрасная, значит, можно продолжать вязать рукав.
и вяжете далее узор по кругу поворотными рядами, либо здесь у вас будет шов отдельным, то есть прямыми обратными рядами, потом вы здесь сошьете рукав. Можно его связать трубой, а можно выполнить убавки, изменить узор и немножко заузить. Но начинающим это, конечно, сложно сделать, изменить узор. Чтобы сузить рукав у запястья, можете связать манжету резинкой. Также смотрите мастер-класс у меня есть на канале, как связать красивую резинку, которая украсит ваш джемпер. Также можно резинку связать снизу. Тоже смотрите мастер-класс. И этой же резинкой обвязать вырез горловины. И у вас будет красивый вариант джемпера. Мастер-класс называется «Резинка 1 на 1». Ссылку я вам оставлю. Смотрите во всплывающей подсказке. С вами разобрали детально принцип вязания данной модели. Рукав вы можете связать и как снизу вверх, и сверху вниз. То есть любой вариант. Теперь выполняем расчеты. Как выполнить расчеты? Значит, берем обхват груди. Обхват груди 100. Делим на 4. 4 сантиметра это ширина одного раппорта. Значит, это один раппорт. Получаем значение 25. 25 раппортов. Всего. На обхват груди 100 сантиметров. Смотрите. Здесь у нас значение 100. Без прибавки на свободу прилегания. По расчетам мы вычислили, у нас получилось 25 раппортов. Прибавляем один раппорт. Тут будет идеально у нас с вами. Идеальный расчет. Получаем 26 раппортов. Делим на 2. Получается 13 раппортов перед плюс 13 раппортов спина. Значит, вот так вот все идеально. И давайте проверим. 26 раппортов. Всего умножаем на 4 сантиметра. В результате у нас получается 104 сантиметра. Минус 100 это обхват груди с фигуры. Получается значение 4 сантиметра. 4 сантиметра это у нас прибавка на свободу прилегания. Для джемпера прибавка должна быть от 4 до 6 сантиметров. Если вы любите еще более свободный размер посадку, то 10 сантиметров. Когда вы прибавляете 4, вы добавляете на 1 размер. 6 это где-то 1,5 размера по груди. Можно связать тунику, либо удлиненный вариант джемпера. Там уже берете обхват бедер. Расчеты мы с вами сделали. У нас получилось все идеально. 13 плюс 13. И я думаю, что сейчас у вас нет никаких сложностей для того, чтобы приступить немедленно к вязанию данной модели джемпера. Джемпер смотрится интересно, как-то по-новому, свежо. Все зависит от того, какую пряжу вы выберете. Посмотрите, какой интересный узор. Он будет у вас такой, знаете, свободный. Не знаю, вот я представляю вот эту картинку, и мне нравится. Обязательно свяжите. Вот такие сейчас модели, они в моде, популярные. Свяжите свободный, чтобы у вас рукав был приспущенный. Не обязательно вязать вточной. Сейчас очень модно вязать спущенный рукав. И очень свободная посадка, чтобы была. И будет у вас красивый, шикарный джемпер ручной работы. Присмотритесь, пожалуйста, к данной модели. И, конечно же, самое главное — выбрать пряжу, чтобы узор смотрелся красиво. Потому что пряжа подбирается индивидуально для каждого вида узора. Не каждая пряжа подходит для узора. И не каждый узор подходит под пряжу, которая у вас есть. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Вяжите вместе со мной. Ставите лайки, пишите комментарии. И особая благодарность моя за то, что вы смотрите всю рекламу от начала и до конца.
Тем самым вы благодарите меня за мастер-классы. А я с вами не прощаюсь, жду вас завтра на своем канале. Заходите в гости, я вас жду.